Дымоход. Что-то хотел умное сказать. Короче, канал Дымоход, подписывайтесь на их канал, на мой канал. Лайки ставьте на Инстаграм, на группу, на все. Взял, перешел внизу по ссылкам, как начал везде подписываться. Подписывается, а мне уведомления приходят. Рейса Захаровна подписалась на канал Hardplay. Я жду этого. Я жду, когда подпишется эта святая женщина. Я не знаю, кто это, но неважно. Так что все давайте подписывайтесь. Всем хорошего настроения, там всего, ставьте лайки. И спасибо за тренды. Мы там опять на 6-м месте в игровых трендах. Не знаю, как видео попадает в игровые тренды, но на 1-е место попали. Пусть все смотрят. Нормальный контент. Нехрен там политику там всякую. Поехали. О, ну Смотрите, какой я пиздатый, потому что я купил себе шмотки, а потом роллтон кушаю. Хейтеры, сосите хуй. Желаю, чтобы вы в тюрягу нахуй сели. Петух! Я чувствую, это будет насыщенный выпуск. Дымоход. Скоро пойду на Мы дымоход. ищем самых модных и стильных. Вы, кстати, на том видеоролике не набрали достаточное количество лайков. Слабаки, да? Вы что, не можете 50 тысяч лайков набрать? Я на дымоход пойду. Я им покажу, в каком шмоте надо ходить. А то ходит, во, штанишки в попку, трусики в попку. Ясно, нет? Осуждаем. Поехали. людей. 50 тысяч лайков набираем, раз мне в комментариях везде на стриме начинаете спамить. Мы набрали, отправляйся на дымоход. Я пойду. Я могу, я пойду. Угу. А ты смотри еще больше роликов на тему «Сколько Вот этот стоит красивый. шмот» на нашем втором... Вот этот мужчина у меня в друзьях есть. Он все пишет, давай, приходи на дымоход. Они же официально пригласили, а я жду. Я лайки жду. У меня лайки есть, все, я поехал. Вот на яичках почти 100 тысяч лайков набрали, скоро яички поедем кушать. канале Дымоходик. Ссылку найдешь в описании. На И какие точки? обязательно досмотри это видео, потому что в конце ролика мы разыграем 10 тысяч рублей О. на твой телефон. И не забудь подписаться на наш инстаграм, потому что именно там... Я уже везде подписан, ребята, я подписан на все. И мои подписчики на все подписаны. Они люди простые, видят ссылки, берут, подписываются. Вот так вот даже, да? Сколько Ой, тебе Андрей, лет, ну Андрей? такой. 16. Панама Барбура, она стоит порядка 10 тысяч. Дальше. Это джинсовка 424, она стоит около 45 тысяч. Я не могу. Я не могу, я обещал молчать. Я не могу. У меня прорывает, так скажем, это, 5-ю точку. Какая еще раз Панама? У кого в деревне такая же Панама лежит, плюсаните, пожалуйста, в комментариях. Напишите название деревни и Панама. У меня у деда 1 в 1 была. Только вот здесь было что-то там Мальборо или еще что-то написано. Тысяч. Дальше. Это 10 джинсовка тысяч Панама. 424, она стоит около 45 тысяч. Но армбенда нет. Я чувствую, у нас его- сейчас скоро мерч будет. Что за 424? Первый раз такой бренд Это слышу. уже на Фафейш продается. Красиво. 10 тысяч Панама. Ну, 40 Панама. стоит, надо брать. 10 Дорого-богато. тысяч. Окей, давай дальше. 10 тысяч Панама, Футболка ребят. Филипп Лейн, она стоит около 20 тысяч, но она уже убитая. Оригинальная. Да. Панама 10 Это тысяч. джинсы Юникло, они были по скидке за 2000. Охуенные Джордан Off-White, они стоят 66 тысяч. Рюкзак обычный кросс. на папире, он стоит 4 тысячи. Панама 10 тысяч. Еще у меня есть кошелек Louis Vuitton. Он стоит около 29 тысяч. Тоже оригинальный. Да. И Гаярд, карт-холдер. На Farfetch похожий был 79 тысяч. А ты за сколько купил? А мне Я просто в Подмосковье живу. Я прошу прощения за нескромный вопрос. И не покажусь я деревенщиной, но я еще раз хочу это слово заморское услышать. Я его просто первый раз увидел. Как? 29 тысяч. Не, ладно, Тоже кошелек. ладно. оригинальный. Да. Вот это. И Гаярд, карт-холдер. Гаярд? А? На Farfetch похожий. Ага. Это для карточек, да? Для карточек, да? 79 тысяч, да? Говоришь? О. Ребят, у меня новая бизнес-идея. Будем делать демпинг цен. Хаярд. Я прям чувствую уже название. Хаярд. Здесь 2 отсека для карточек, а мы сделаем 3. Я даже из кожи, с шкуры с жопы дракона сделаю, потому что за 79 тысяч можно, я не знаю, с человека шить, мне кажется. Был 79 тысяч. А ты за сколько купил? Для карточек. 79 тысяч. Чехольчик. Для карточек. Гаярд. Ну, держу в курсе. А мне бесплатно достался. Это где раздают? А это не раздают так. Так вышло.
Своровал, что ли? Типа того. И у меня еще ремень. Вот, Жан-Франк Ферре, ему уже, не знаю, ему лет... Я прошу прощения с твоим Жанком Фраком Ферре. Друзья мои, есть в правоохранительных органах у нас подписчики? Что-то мне подсказывает, что из почти 9 миллиона подписчиков, я думаю, что да, заинтересуются, так скажем. Я, конечно, не подстрекатель, но Шейх Гоярд, был я за думаю, 8 тысяч куплен. пусть лучше Мне мама лежит. подарила. Чувствую, замешан где-то по твоим шмоткам ресейл. Да, есть такое. Ну, я теперь продаю вещи, Мгм, вот. мгм. За КМ кодами бегали, ну, ничего не взяли. Часто в комментариях бывает такое, Мгм. что наши Гоярд. зрители пишут, Кепка что, за 10 типа, тысяч и «Ну, Гоярд типа, за 79. рассказывайте, у них все паль». Что бы ты заочно ответил этим ребятам? Хейтеры, сосите хуй. Слушай, а были какие-то случаи, когда тебе на улице что-то предъявляли за твои шмотки? Да, было за CP Company. Ну, 4 таких больших амбала, вот, прикопались в торговом центре, говорят, типа, что носишь? Я такой, ну, типа, нравится. Я снова остановлю сей видеоролик. Вы меня извините за постоянные паузы, вы там постоянно ругаетесь. Я просто человек с Подмосковья, с деревни. Вы мне объясните, что за новая фишка стала? Не первый раз сейчас слышу. У нас тоже где-то в городе кто-то там что-то пытается кому-то за какие-то вещи пояснять. Там кому-то, правда, колено у нас прострелили возле семьи. По-моему, не с того спросили. Но это не важно. Это семья и торговый центр у нас в городе. Вы мне объясните, а что такое пояснить за шмот? Напишите в комментариях. Я просто правда хочу узнать, за какие шмотки и кому что нужно пояснять. То есть, если ты, я так понимаю, купил какой-то определенный бренд, а что пояснять? Вот к тебе подходят люди, говорят, поясни за шмот. Вы мне скажите, ко мне просто, если не дай бог подойдут, я знать, что ответить, чтобы по харе не получить. Что надо говорить? Что там, фартук в масле, я томат, оливье фруктовый сад, что там надо говорить? Что? Что это такое? А, типа за бренд? А, то есть они производители бренда, да, я так понимаю? То есть если к тебе подходят на улице, это значит, что они имеют прямое отношение к бренду, да? Все, я понял. Чё? Это советские времена такое было? Может, я не в том городе вырос? Может, я еще не такой просто... Что-то мы вроде никому не поясняли. У нас просто подходили, отжимали. Там молча все было. Не, у нас было с какого ты района? С 3-го, а я с 5-го. Все. Зачем кому-то, что там долгий очень разговор, он утомителен. А так ты раз сразу втащили и все. Там укороченная программа пояснения была. У кого так же было, плюс они там. И они, короче, четвером хотели у меня кепку отжать. Вообще, как считается, типа, в центре Москвы, если ты ходишь там, например, в Стонике, нормально, никто ничего не скажет? Да, в центре нормально, все адекватные люди. Это так, на окраинах есть, которые ёбнутые. Рынок криптовалют снова переживает. Я раз поставил на криптовалюту, да, и квартира ушла, все, я знаю, да, я видел. Угу. В описании. В описании. Здорово, бро. Привет, мэн. Для тех, кто сейчас не узнал тебя, расскажи, чем ты занимаешься. Что знакомое Я лицо. снимаю скандальные трешовые пранки по Москве, не только. вот, точно. Разъебываем народ, приводим людей в шок. Ну и все в таком духе. Раскачиваем, так сказать, серый народ, чтобы они побольше улыбались. Но многие воспринимают это не так, думают, что мы, блядь, беспредельщики, какие-то и нас надо посадить. Но вы не правы, ребят, нельзя. Так делать надо почаще улыбаться. Ты больше, чем Эдвард Билл, беспределишь? Ну, блядь, моментами, да. Моментами нет. Не знаю. посмотреть Не, будет. Какое- не мне судить. Какой, по твоему мнению, самый жесткий был эксперимент у тебя? Наверное, когда мы били где-то в магазине, я хотел купить картину, и пока выбирал картины, сносил все в магазине, все падало, все вазы, там вся витрина повалилась. Ну и все в таком духе. Когда что-то разбивается, мне нравится это. Но формат изживает себя и думают, что это вандализм какой-то конченый. Но я людям плачу намного больше, чем разбиваю, поэтому все окей, не думайте плохо. Ты сейчас, как большинство пранкеров, еще не перешел на формат социальных роликов? Блин, нет, вот, кстати, ненавижу социальные ролики. Когда вижу в Инстаграме какую-то социальную поеботу, сразу скипаю. Это очень скучно, как будто смотришь двухчасовой фильм, мне кажется. А сколько тебе лет? 25. Ну, рассказывай, что на тебе, какие шмотки, почем покупал? Ну, на мне кеды Дольче Без комментариев. Габбана купил Так. за 32 тысячи пару лет назад. Штаны Энтони Что дешево, Марата, почему хотя так? все думают, что это Балмейн, но нет. Вроде по Футболка 60 же тысяч Disquiet стоит. купил в Хорватии тысяч за 10. Джинсовка Palm Angels купил за 42.
Кепка Palm Angels тоже 1009-8 где-то. Что еще? Что-то прикупил? Носил. Не прикупил. Ебать, он даже порвался. Покупал год назад в Луи Виттоне кеды. По пизде пошли через неделю, все вмятине стали. Они меня попросили, говорят, принеси, мы посмотрим. Я им принес, говорят, ну ты, наверное, их уже давно носил, поэтому ты их разъебал. Хотя на первую же неделю они помялись. В общем, что хочу сказать, ребят, не покупайте в Луи Виттоне, обувь очень плохое качество. Вы понимаете, что пакет Луи Виттон, у него просто ручки оторвались. Я в пятерочке могу в один пакет, мне кажется, человека, который впереди на это пробивает товар, положить, и у него ручки вряд ли оторвутся. У нас, я не знаю, что там за пакеты завезли, ну, короче, я туда положил 8 пачек сока, 25 бутылок с водой, и вообще что-то ручки не оторвались. Да, держу в курсе. 5 рублей, здравствуйте. Кеду Луи Виттон, короче, да, качество. Я недоволен. Меня еще послали, говорят, чувачок, иди отдыхай. У тебя как сейчас с пранками? Это приносит бабки? Да, в последнее время стало приносить, но я до последнего не продавал рекламу, потому что не хотел за 20-30-50 тысяч делать рекламу. А сейчас, когда ценник поднялся до 200 хотя бы, то уже можно что-то продавать и более-менее жить на это. Но без всяких раскруток, лесенок, мошенничества. Никогда этим не занимался и сам по себе вообще честный парень и никогда никого не обманул. Не знаю, правду он говорит или нет, я сразу лайк поставил, вот через дымоход ему лайк прям передаю. Молодец, вот я тоже всякие эти мне говорят, давай там это, сейчас как мы это, Мавроди, давай, говорит, сейчас поставим, соберем пирамиду, я говорю, да, один уже у нас этот был, воду заряжал через экран, второй пирамиду там собирал, помянем. А тех, кто обманывает, желаю, чтобы вы в тюрягу нахуй сели. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Настя. Настя, ты скрываешь возраст? Нет, 21. Ив Сен Лоран. Ив Сен Лоран — это куртка? Обувь. Обувь. Классные босоножки. Спасибо. Что еще вы? Это платье. Ребят, а есть кто занимается производством обуви made in подвал Лоран? Есть такие, нет? Вы понимаете, что здесь вот веревочек дермантина, мне кажется, рублей на 8, ну край рублей на 20. И вот это вот из бамбука привез с Китая, там те их пришлют в вагон, Луи-вагон пришлют, да. Что-то мне подсказывает, что на этом можно больше, чем на хардье нажиться. Тоже бизнес-идея, кстати, уже третья. Спасибо. Что еще вы? Это платье. Платье у меня, не поверите, из H&M. Я поверю, оно все равно классно выглядит. Понимаешь, когда у тебя классная фигура, ты можешь, в принципе, любой масс-маркет надеть и будешь классно выглядеть. Вот ты отличный пример этого. Молодец. Супер. А курточка? Курточку не помню. Не помню, честно. Заглянем, посмотрим. Чего вы меня смущаете? Да брось, а что ты стесняешься, что ты смущаешься? Раздеваться. А это тоже H&M. Это тоже H&M. Ну, И типа сумочка? нормально человек выглядит. Сумочка, наверное, тоже. И Типа, ну хер его знает. Луи Виттон это или H&M, или это made in бабушкин сундук. Сейчас в наше время вообще хер что разберешь, кто как ходит. Будет человек идти, да я не знаю, или я такой реальный колхозник, что скорее всего, либо... сумочка H&M. Да. Уж Ты я что вообще не не понимаю. паришься по брендам. Нет. А ты сама из Москвы? Нет. Я из Питера. А, Ты ну сама ясно. покупаешь себе вещи? Замкадыш, ясно. А чем ты занимаешься Лимита. по жизни? Мгм. Я работаю менеджером консалтинговой компании. Кого? Ты сама добиваешься своих доходов? Да. Да. А ты замужем? Парни? Нет, разошлась. Ты еще и свободна? Здрасте, как вас зовут? Александр. Александр, слушайте, О. ну вы просто Во. супер стиль. Сколько вам лет? 28. Будет. Вот Александру, это не какой-то там Сашенька, а сразу видно, что это Александр, понимаешь? И у него явно не Лада X-Ray. Ты понимаешь, что прям видно вот Александр? Вот это я понимаю. Вот куда вам можно и на Ютубе еще одну систему лайков сделать?
Вот это я понимаю настоящий мужик. Вот без Это всё всяких приколов. палёнка. Вот. Все паленка. Вот. Все паленка, Вот. господа. Ну, вот Вот. обувь, сколько там, по-моему... Ну 7 я мимо буду идти, да хер его знает, паленка или нет. Вот мне почему-то к Александру не захочется подходить и спрашивать: дядя Саш, скажи мне, пожалуйста, это паленка или нет? Вот, а тебе тысяч захочется? отдавал. Уже все задристаны. Мне нет. Ну, хотя год в них хожу уже вообще вот так вот заебись. Они как только вышли в продажу, я сразу такие взял. Костюм весь Вот комплект это я понимаю. 8500 стоит. Вот это я понимаю. Вот. Что еще? Часы, паленка, Улис Нардин. Оригинал вроде лям 700 стоит, А такие? а я за 6 тысяч взял. Это святой человек. Стильно, модно. А зато тут 2 машины, бизнес есть. Ну что, ребят, по мне так лучше деньги вкладывать в что-нибудь полезное, чем вот шматье и ходить вот... Кошелек тоже у тебя, да, не оригинальный? Конечно, тоже паленка, все паленка, ребят. Косарь, и 2 года с ним хожу, и вообще никаких проблем не знаю. Вот. Очки. Очки, в 4 года в них хожу, покупал в Сочи на Красной Поляне. Покупал где-то 1000 за 2-3 или что-то. А цепочка тоже не настоящее золото? Цепочка, это золото, это уже наследство. Вот, цену не могу сказать, не знаю, не оценил. Ну и наушники Просто- Samsung, я с самсунгами хожу. Я не айфона дрочер, я с самсунгами 10 лет хожу. Я не понимаю, он Вот, святой или поэтому что? наушники Samsung оригинальные, по-моему, 9000 стоят. Слушай, тебе Дядя Саш, если тебе когда-нибудь передадут этот ролик, тебе вот в чате 6000 человек, вот, видишь, что пишут? Ты вообще, ты неужели нормальные люди есть вот? на улицах не Всё. говорят часто, что ты похож на Да, Киевстонера? Похож на Киевстонера, похож. Раньше был на Тимати похож. На Смоки Мо еще Я похож? слезу хотел уже Ой, пустить. блядь, ну хуй знает. Вот, ну, так, на кого еще говорить похож? Ну, раньше еще на Джигана был похож, когда я так покрепче был, прежде чем бизнесом занялся. По бизнесом занялся, сразу мамон отрастил. Что у тебя за такой бизнес? Расскажи, я тоже хочу так Сначала есть работал вкусно. в Black Star, как ни странно. Серьезно? Да, Что ты там делал? Продавал что-то? Сначала продавал, потом в магазинах работал, а дальше уже пошел в семейный бизнес и дальше уже свой, ну, сервис открыл автомобильный. Ну, вот это Вот я скажи, ты понимаю. заходишь во всем паленом в ЦУМ. И не только в ЦУМ, я во все хайповые места могу заходить, и я никогда не стесняюсь этого. Типа это у тебя такой жизненный посыл, показать всем, типа, Показать, ребят, что, смотрите, ребят, я купил. можно и задешево одеться красиво, симпатично, не нужно выебываться. Понты, это на данный момент это самое Вы лишнее. слышите? Те, Нет, кто Москва. понтуются, в основном алло. денег и не имеют. Потому что они пытаются только через шмот как-то себя реализовать, показать, что смотрите, пойму, какой я у него- пиздатый, потому что я у купил него себе сзади шмотки, а потом крыльев роллы нет, нет? кушаю. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Алин. Алина, скрываешь возраст? Нет, не Ань. очень. Не очень иностранка. скрываешь? Не, реально иностранка. Зависит от того, кто спрашивает. Ну, мне не надо, да, отвечать? Ну почему нет? 37 лет мне. Снизу Шанель. Как? Дальше Нили Лотан. Это американский бренд. Ого, а это брюки. А сколько такие стоят? Около 500 евро где-то. Дальше что это? Свитшот тоже Нили Лотан. Джакет Шанель. Сумка Луи Виттон. И шляпа? Ник Я, может, в английском не так силен к своим годикам, а джакет — это случаем не куртяшечка, нет? Я, конечно, прошу прощения, а вот это вот слово, вот это джакет, это вот не курточка ли случаем, нет? Как говоришь, 571 тысячу, да? Джакет? Окей. Ага. У тебя еще какие-то украшения на шее? Да, есть шамбала. Как? Вот это шамбала. Шамбал... Это что такое? Тоже бренд. Как ты говоришь? Шамбала? Сейчас все шахтеры Сибири встали на своих местах. Сейчас все, я не знаю, таксисты просто машины свои остановили, говорит, кого? Шамбала? У нас такая же висит на этих, на зеркале. У таксистов постоянно еду, постоянно шамбала висит. Угу. Тоже так болтается. Там эти боксерские перчатки и шамбала болтается. Я даже что-то не знаю, что сказать. Я что-то даже как-то потерялся немножко.
У них шамбала, у нас хардбала. Новый бренд, а ты не слышал? Нет? Совместная коллаборация шамбалы с Луи Виттоном. Не знал? Нет? Ты еще не купил? У нас на привокзальном рынке бабушки вот такой шамбалой торгуют. Если дать не 100 рублей, а 200, они тебе нашаманят таких шамбол. Я боюсь даже представить, какое количество на следующий день. Они тебе эту сумку, авоську целую принесут. Их в Бренд жизни ты никогда не различишь. ювелирных украшений. А, ну да. А это Made by Me. Как? Это мой бренд. Alien Jewelry. Made by me — это значит, что это ты сделала? Да. Своими руками? Конечно. Ты своими. занимаешься изготовлением ювелирных изделий? Да, я дизайнер. Гномы это в Мордоре, короче, захватили шахту и куют сидят. Угу. Ювелирных Проверяй. украшений. Классно. Почем у тебя можно купить такой медальон? 1800 евро. Здесь Bulgari. Здесь Cartier. Здесь Breguet. Бреге, вау! Вот эта часть очень красивая. В ушах Ван Клифф? Да. Я прошу прощения. Я моментик, это с вашего позволения, мотану. Сейчас опять все шахтеры из шахт повылезали. Все врачи из больниц вышли просто, понимаешь, посмотреть. Говорит, как? Все врачи с операцией вышли в коридор. Говорит, чего там Хардплей вещает? Кого? Как? Ну-ка, еще разочек. 1800 евро. Угу. Здесь Bulgari. Булгари, это, я так понимаю, колечки, да? Вы мне скажите, откуда драгметаллы на вот эти колечки добывались? Вы мне можете, нет, сказать? У нас за 3000 в падике отверткой в бочину пырнут. В моем городе. Здесь Cartier. Здесь Breguet. Бреге, вау! Вот эта часть очень красивая. В ушах Ван Клифф? Да. Это все бриллианты? Фан Выглядит как? А у тебя это основное занятие, дизайн ювелирных? А какая средняя зарплата в вашем городе? Я прошу прощения за вопрос. Ребят, вы могли бы написать, где вы работаете в комментариях и какова ваша средняя зарплата? У меня будет просьба, когда вы это напишете, вот эту сумму разделите, пожалуйста, на вашу зарплату и посчитайте количество лет. Неправильно сказал. Веков. Сколько примерно надо работать. Вот люди пишут 20 тысяч рублей. Мы берем, открываем калькулятор. 17 миллионов 459 тысяч 500 рябчиков делим на 20 тысяч российских рублей. Тут в периоде число получилось. Я, может, что-то не понимаю, но вот такое вот количество месяцев вам придется работать. Чтобы было понятнее, мы это делим на 12 месяцев. На 20 тысяч и делим на 12. Вам для того, чтобы одеть шамбалу и булгари, ну просто держу в курсе, ну мало ли, может кому интересно, может кто-то завтра захочет шамбалу себе купить, вам придется работать вот столько лет, питаясь Святым Духом и, возможно, Ролтонами по праздникам. Как бы 72 года, ребят, и в принципе шамбала с булгари и с Made by You Production, в принципе, вы сможете себе купить это.
Я думаю, что завтра пойдут все в магазин покупать булгари. Кто пойдет покупать завтра булгари, тоже в чате плюсаните, пожалуйста. Дизайн ювелирных украшений. Нет, я инженер-программист. Программист? Ты пишешь программы? Мгм. Судя по тому, как ты дорого и стильно одеваешь. Вы, говорит Александр, ювелир. Где-то я это уже слышал. Напишите, ребят, программисты, сколько у вас зарплата, мне просто интересно. Наверное, это какие-то очень успешные программы. Угу. Удачно. Удачи. Ты замужем? Нет, В поисках мужчины? мы рассматривали варианты. Если тебе в Инстаграм будут писать в директ красивые молодые люди, Я тут подумал, ребят, я тут так, ну, просто как бы прикинул, мне так кажется, что я, знаете, вот сижу, и у меня сердце ёкнуло. Я вот прям почувствовал, что между нами, так скажем, пробежала пожилая искра. Я, конечно, не подстрекатель. Я, в принципе, сам программист. Вообще, в принципе. Вот. И, вы знаете, как бы... Я, собственно, что хотел сказать-то? Мгм. Я бы хотел, наверное, так скажем, там, попить ля кафе, ля латте. Вот, а вдруг прокатит? Нет? Рожей не вышло, я тебя забаню сейчас. Фу, блядь. как ты красивый. отреагируешь? Почему нет? Смотрите, какие вокруг. Я вот этого бородатого, крутого мужика осуждаю. И, в принципе, где-то в душе поддерживаю. Я вам объясню почему. Вот примерно так же я выхожу, говорю, когда идет дождь, и когда стоят и сигналят под окнами. Ну, вот примерно вот такая же реакция, как, наверное, у миллиона россиян. Я, конечно, осуждаю бомбера, но, в принципе, я как бы да. Пипикают и пипикают. В рот женей попипикай. Ребят, смотрите, кого мы встретили. Это же Илюха, известный Это как бомбер, Бомбер да. Шоу. Есть Здорово. такой. Привет. Как у тебя дела? Крутой Рассказывай. чувачок. Слушай, ну на самом деле Лично не знаю, позитивно. но Я крутой. сегодня отоспался, потому что вчера я почти 2 суток рулил за рулем, короче, кайфовал, блатовал. Но сейчас уже позитив, пью кофеек. Ты же вообще не из Москвы, правильно? Ну, такой Да, угарный из города типок, я его не знаю. Тольятти. Ну, скажем так, первый миллионник Самарской области. Это Nike Air, ну, в принципе, там по ценнику порядка 12 тысяч рублей. А штанцы это Dolce Gabbana, порядка 80 тысяч, милитари, там что-то. Ну, на самом деле, честно, пьяный дебил. Я бы в жизни трезвый никогда такие штаны себе не купил. Мы гуляли в Москве, то есть это, наверное, года 1,5 назад, и теперь эти штаны у меня чисто для Москвы. Серьезно, купил штаны за 80 тысяч? Прикинь, нормально. конченый, просто конченый. Ну, я пьяный гулял и начал болтовать. Ну, возможно, меня нагрели. А футболка это твой Скорее мерч, всего. походу? Футболка это мой мерч, ну, порядка 4 тысяч, потому что это эксклюзив. Часики Mitsubishi оригинальные. На самом деле я их купил только из-за того, что я Нету лучше. Не буду, ладно, говорить, забанят. Там про Mitsubishi есть одна поговорка. хотел очень Хорош. сильно машину. В комментариях тоже Вот, напишите. я купил их за 12 тысяч рублей. Ага. Вот, но Машину-то купил? купил. Тоже Mitsubishi? 3 дня назад, кстати, перед поездкой в Москву я ее купил, поэтому я 2 суток за рулем был. Сумка Ferrari, порядка $200, когда доллар стоил еще, по-моему, 6, что ли, рублей, не соврать бы. Сколько у тебя татуировок на теле? Ты вообще считал? Это сложно посчитать. Ты знаешь, как бы людям, которые впервые сталкиваются с татуировками, я обычно говорю одна. Одна большая. Но на самом деле, естественно, между каждой татуировкой есть какие-то небольшие разрывы. Вот пока бомбер говорит про разрывы и про татуировки, я бы хотел сакцентировать внимание, что пока ты, мой юный друг или не юный, смотришь этот замечательный, очень смешной видеоролик, кто-то уже перешел по ссылочке внизу в описании. Сейчас, смотри, интеграция от бога будет. И что купил? Правильно. Ты мне скажешь, а у меня уже все есть. И худи, и куртки, и футболки.
А ты же еще не знаешь, что началась продажа нового Super Pro Limited Turbo Quattro Nitro All Road Edition мерча в количестве 6 штук разного мерча. Перейди по ссылочке, там нормально зацени. hardplaystyle.ru. Ну, то есть нормальные пацаны, сразу видно. Там как бы рыбак рыбака видит, да, да. Поэтому кто рыбак, держу в курсе. Небольшие, ну вот как вот здесь вот, например, пробелы, вот, но в среднем, скажем так, если бы я за все эти татуировки платил, ну это порядка 3,5-4 миллионов на мне. Слушай, а покажи, у тебя рога, что ли, еще на голове? Да, я не так давно обновил рога. Как я понимаю, по твоему внешнему виду, тебе вообще пофигу, что про тебя люди думают. Ну, какие-то реакции прям такие, которые запомнились, когда люди прям в край офигели от твоего внешнего вида. Я ехал в метро, это Минус было, сайт. по-моему, 13 или 14 год, у меня лицо только начало было, только начал забиваться. И, собственно, бабуленька подлетела ко мне, начала меня поливать водой. Как я понял, потом это святая вода была. Туда. Вы тоже, да, внимание обратили? Начала меня поливать водой, как я понял, потом это святая вода была. Туда-сюда, выйди, чувак, я такой, твою мать, бабуленька, пожалуйста, дай лучше я попью, мне плохо, у меня давление, мне херово. Ну, она в итоге там крестила, я думаю, ну, все-таки бабулю сложно напрягать, я думаю, лучше я выйду, в соседний вагон ушел, так та продолжила уже через стекло вагона, она продолжила стоять, меня крестить. У тебя, получается, еще и зрачки забиты, правильно? Да, я первый человек, который в СНГ сделал татуировку на... Осуждаем данные У высказывания тебя все еще дружно, язык массово. необычный. Покажи зрителям нашим. Сплит языка называется, все очень просто. Я в том числе ее делаю, кстати. Ну, ничего необычного, я не знаю. Может быть, для обычных людей это как-то странно, но нормально, я Илья? уже к У этому меня сплит привык, нет? на мне это уже Чи нет? более 10 лет. Слушай, помогает как-то в У меня сплит нет сексуальной тоже. жизни вот такой язык? Цензура. Ты берешь, значит, цензура, а потом берешь и цензура. В общем, все нормально. Ну, У меня окей. у жены такой же, кстати. Мы иногда это, когда целуемся, путаемся языками, потом приходится докторов вызывать, развязывать. А теперь давайте подведем итоги предыдущего. Я тоже, знаешь, как порой попиздеть люблю? Я вам, вот этим вот молодым людям красивым, ставлю, как всегда, лайки. И хочу сказать, не забывайте на этот видеоролик поставить лайк. 50к, и я иду к ним. Записываюсь на прием, и совершенно случайно на улицах Москвы они меня встретят. Прям вот совершенно случайно. Угу. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.